Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило $400 миллиардов. По данным Bloomberg, гигантский скачок доходов бизнесмена спровоцировала инсайдерская продажа акций SpaceX. Из-за этого чистый капитал Маска превысил 439 миллиардов. С вами Нехта, самые важные и интересные новости. Атака на головорезов Кадырова. Грозные атаковали беспилотники. Есть ли потери? Орбан снова пустился во все тяжкие самопиара и поссорился с Зеленским в соцсетях. Что стало причиной? Это точно такая же игра. Очередное обострение между Беларусью и Польшей. На ковер вызвали польского дипломата. Потом будем разбираться. Спасибо. Дорогие подписчики, я все вижу. Вы не поставили лайк этому видео, поэтому сделайте это прямо сейчас. Так наше видео YouTube покажет еще большему количеству людей. Ну а мы врываемся в новости. Атака на силовиков Кадырова. Минувшей ночью дрон вроде как сбили прямо над казармами специального полка полиции в Грозном, сообщил глава Чечни в телеграм-канале. Однако взрыв был эпичным. К месту удара съезжались специальные службы. Кадыров сообщил, 4 бойцов караула получили легкие ранения, но серьезно никто не пострадал. Главарь Чечни обещает страшную месть. Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях. Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Ранее Грозный дважды атаковали беспилотники. На прошлой неделе дрон попал в здание базы 2-го полка патрульно-постовой службы полиции особого назначения. Тогда Кадыров признал, что есть пострадавшие, но не назвал их количество и предложил ставить на крыши украинских пленных для защиты объектов. Более 40 военных пострадали и 1 погиб после ракетной атаки на воинскую часть в Таганроге. Это Ростовская область на границе с Украиной. Телеграм-канал Астра публикует подробности со ссылкой на свои источники и видео разрушенных казарм. 26 российских военных находятся в больнице. Ранее Минобороны РФ подтвердила удар по военному аэродрому в Таганроге ракетами «Атакамс». Помимо аэродрома прилетела по авиаремонтному заводу, а также воинской части. Губернатор подтвердил атаку, но сообщил, что никто не пострадал. Перепалку в соцсетях устроили Орбан и Зеленский. А все началось с того, что в среду премьер Венгрии в очередном порыве миротворческого популизма позвонил Путину, о чем похвастался в соцсети X. В ответ получил саркастичные комментарии украинского президента. Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции. Не нужно играть на собственный имидж за счет единства. Нужно заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда приносит успех. Дальше больше. Миротворец Орбан в ответ Зеленскому рассказал, что якобы предложил украинским властям установить целое рождественское перемирие с РФ и даже большой обмен пленными, но в Украине ему отказали. Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли. В офисе Зеленского же заявили, что от Орбана к ним на самом деле никаких предложений не поступало. Напомню, прошлым летом премьер Венгрии также отправился в самоволку и объявил о начале миротворческой миссии. Поехал договариваться о мире в Украину, Россию и Китай. В ЕС тогда обвинили Орбана в самодеятельности, ведь никто его не уполномачивал представлять интересы Евросоюза. Он сам на себя взял определенную роль, которую ему никто, безусловно, не поручал. И, соответственно, какой-то эффективности в таком случае добиться невозможно, потому что, еще раз, если кто-то считает, что можно закончить войну вот так, вот, знаете, щелкнув пальцами, а давайте-ка мы быстренько остановимся,
не убрав причины этой войны, не убрав тот тип агрессии, который исповедует Российская Федерация, это значит, что ты играешь на стороне России только, к сожалению. И понятно, что это не миротворческая функция, которую попытался сыграть премьер-министр Венгрии, это скорее функция, опять же, ту, которую он играл, вы помните, несколько месяцев назад. Он тоже пытался осуществлять миротворческие вояжи, не имея на это никакого мандата, не имея соответствующих полномочий. И, соответственно, эти вояжи, конечно же, не привели ни к какому результату. Это точно такая же игра. Это попытка информационно выглядеть несколько объемнее, несколько более влиятельно. И понятно, что Орбан имеет на это полное право, но, опять же, это точно не приведет к разрешению войны и мира, то есть к получению ответов на те вопросы, которые эта война подняла. Нападение на пассажирский автобус в Израиле. Погиб 12-летний мальчик. Еще 3 человек получили ранения. Автобус обстреляли неизвестные на шоссе в районе Западного берега около контрольно-пропускного пункта. Как пишет The Times of Israel, с начала войны Израиля с группировкой Хамас уровень насилия резко вырос. Из-за терактов в Израиле и на Западном берегу погибли 42 человека, включая сотрудников израильских служб безопасности. Массовое бегство российских военных из Сирии. Французский журналист-расследователь Васим Наср опубликовал свежее видео, на котором россияне бегут с базы на юге страны. Сейчас идет активная эвакуация российских войск через пока еще присутствующую военно-морскую базу в Тартусе. База военно-морских сил Российской Федерации обеспечения, которая там находится с 1971 года, еще со времен Советского Союза. Все, что могут, они вывозят. То есть там какие-то высокоточные, высокотехнологичные для россиян средства военно-технические и так далее. То, что могут, пока эвакуируют. И контингент их, соответственно, который был на момент прохождения повстанцев, где-то приблизительно 7,5 тысяч человек. Это и военнослужащие, и обеспечение, и советники, и так далее. То есть вот сейчас как раз они в спешке эвакуируют свои силы и средства, потому что повстанцы подошли в мухафазы Тартуса и Латаки, это 2 стратегических объекта Средиземноморья сирийского. Пока они, соответственно, не проявляют каких-либо действий против россиян, но они фактически их поджимают для того, чтобы... И я думаю, что в будущем, скорее всего, России придется освободить и базу военно-морскую в Тартусе, и базу в мухафазе Латаки Хмеймим. Тем временем повстанцы захватили мавзолей предыдущего сирийского президента и отца Башара Асада. Они разграбили и сожгли мемориал и гроб с телом бывшего правителя. Кроме того, повстанцы нашли крупную фабрику по производству психостимулирующего наркотика каптагона. Наркотик уничтожили. Как пишет Бильд, каптагон был финансовой жизненной артерией режима Асада. Она спонсировала ближайшее окружение и его боевиков. Один из главных организаторов производства наркотика – брат Асада Махер аль-Асад. Насколько масштабной была сирийская индустрия каптагона, может стать известно в ближайшие дни. Сейчас повстанцы захватывают производственные мощности и транспортные пути, связанные с наркотиком. Например, на захваченной повстанцами военной авиабазе Меззе были уничтожены огромные запасы каптагона, таблетки сожгли. Кризис власти продолжает набирать обороты в Южной Корее. Президент страны Юн Сок Йоль передумал отдавать власть добровольно. Говорит о том, что его выбрал народ, и он не считает мятежом то, что ему пришлось объявить военное положение. В субботу парламент попытается повторно объявить президенту импичмент. Я пытался защитить демократию и конституционный порядок в стране от парламентской диктатуры крупной оппозиционной партии. Каким же образом конституционное решение президента, которое было единственным способом защиты, превратится в мятеж?
Команда Нехта рассказывала вам, что 3 декабря Юн Сок Йоль из-за угрозы импичмента ввел чрезвычайное военное положение в стране и отменил его 6 часов спустя. Сразу после этого парламент попытался объявить президенту импичмент, но попытка провалилась. Оппозиция не смогла набрать необходимое количество голосов. Против президента начали расследование, ему запрещено покидать страну и обвиняют его в госизмене. Законопроект об импичменте внесли на основании серьезных нарушений Конституции, ссылаясь на незаконное объявление президентом военного положения и его государственной измены. МИД Беларуси вручил ноту польскому дипломату. Временного поверенного в делах Польши в Беларуси Кшиштофа Ажанну вызвали в Лукашевский МИД и вручили ноту из-за инцидента с попыткой вербовки белорусского дипломата в Молдове. Дипломат от комментариев отказался. Пока я передам, может, то, что вы говорили, в Варшаву, а потом будем разбираться. Спасибо. В понедельник белорусские пропагандисты показали очередной шпионский фильм, сделанный на коленке со второсортными актерами. Польский дипломат якобы предложил белорусскому коллеге за 100 тысяч евро работать на спецслужбы Польши. Деньги принес на встречу в обычном пакете. Однако белорус был очень принципиальным и отказался. Вы заглядывали туда? Что там? Или было и так все понятно? Деньги были в вакуумном пакете, они были, естественно, видны. 100 евровые купюры, 100 тысяч евро. А за что, собственно, такая крупная сумма денег? Мартин предлагал работу на спецслужбы Польши. Все достаточно понятно и банально. Подобные шедевры лукашисты создают с завидной регулярностью по любому выдуманному поводу. Друзья, большинство из наших просмотров не монетизируется, ну а независимая команда Нехта, ведущие, редакторы, монтажеры, дизайнеры работают исключительно благодаря вашей поддержке. Мы получаем ее со всего мира, постоянных донаторов, и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы вам очень благодарны за поддержку. Если вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку слева от видео или становитесь постоянным спонсором, кнопка под этим роликом. Я же прощаюсь до следующего выпуска. До новых встреч!